Друзья, всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня у меня в гостях Шу. Всем привет. Шу у нас необычный гость, он у нас популярный человек, по крайней мере, в России уж точно. У него очень много подписчиков в Инстаграме и в ТикТоке. Примерно вот где-то здесь вы сейчас можете увидеть его аккаунты. Итак, Шу, расскажи свое полное имя. Как тебя зовут? Меня фамилия это Ван, и имя это Шуай. Что обозначает? Ну вот, это значит Ван это glory, Шуай это красивый. Ты красивый король. О, спасибо. Да. Ты тоже красивый glory. Спасибо, я красивый король. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые вы задавали в Инстаграме мне и Шу. Поэтому давайте начнем. Итак, друзья, первый вопрос у нас. Шу, как тебе в Челябинске? Нравится ли тебе Челябинск? Очень-очень. Что вам нравится в Челябинске? С друзьями вместе. Отрываются, короче. Пить. Окей, так, хорошо. Вообще, в целом, нравится Россия? Очень-очень люблю Россию. Отлично. Итак, друзья, второй вопрос у нас. Почему ты учишься именно в России? На первый вопрос. Почему я учился в Челябинск? Потому что Челябинск это дешевый город. Почему в Россия? Потому что любой. Ты любишь Россию? Так. Отлично. В общем, Шу у нас предпочитает Россию, потому что он ее любит. И, в принципе, в Челябинске недорогое образование, да? Да. В Китае дороже. Да, очень. Сколько может стоить образование? 1 месяц, возможно, нормально в университете, возможно, $4000. Окей. Это дорого. Это очень дорого, хорошо. Это ладно. нормально в университете. Поэтому в России это довольно-таки not very expensive. Да, дешево. Шу, расскажи нам, пожалуйста, нравится ли тебе русская кухня, русская еда и что есть в России, чего нет в Китае? Ну, на самом деле, Россия кухня или Россия не люблю, потому Тебе что... не нравится? Не нравится, потому что китайцам нравится перец или слини, или чувство. Острая еда. Ну, что это нравится? Шаурма. В Китае есть шаурма? Ну, конечно, нет, я хочу... Это почему я в Китае, я очень скучаю. По шаурме? Да, очень. Окей. Кстати, к вопросу о еде. Мы прекрасно все знаем про хого. Для тех, кто не знает, вот вам картинка. Вот вам картинка, да. Что ж, это довольно-таки острое блюдо, которое очень любят в Китае и, насколько я понимаю, очень любят хого на юге. Да, очень. А на севере нет. Сегодня мне очень нравится перец, потому что, вы знаете, это чуть-чуть разный. И как севере нравится лапша, и южно нравится рис. Это как хого в южном не нравится. Не нравится, потому что острое. Мне нравится. Тебе нравится. Хорошо, да. Отлично. Теперь мы знаем немножечко о вкусах Шу. Хорошо. Итак, следующий вопрос у нас. Как в Китае относятся к иностранцам? Любят русских, американцев? Как? Ну, это правда, это смешно. Это китайцы очень люблю Россию люди, потому что мы сейчас отношения очень добрые. Следующий вопрос. Нравятся ли тебе русские девушки и в чем отличие китаянки от русской, если они есть? Русская девушка. Да. Тебе нравятся русские девушки? Очень. Почему? Это очень смешно. Это что Россия девушка в дома это делает, это китайца мужчина в дома делает. Если как... Да, в общем, например, если китаянка, она не будет готовить ее муж. А русские женщины готовят. Так что, девушки, если вам надоело работать на кухне, то берите себе мужа китайца. Он будет это делать за вас. Скажу по себе, мне очень сложно учить китайский хорошо. Ну, не прям так сложно, но это непросто. А тебе русский тяжело учить или нет? Очень. Сложный язык. Да, очень сложный язык. Это потому что очень разный с китайским. Вы знаете, китайский трудно, но не сложно. А русский это сложно, но не трудно.
Это потому что в Китае языка нет она, оно и он. Есть И та. да, просто та. В общем, поймете он, она или оно только из контекста. Добро пожаловать Да, в китайский язык. Вообще, в принципе, русский сложнее английского или легче? Но английский вот очень просто, а русский очень сложно. А в каких странах ты был? Расскажи немножечко о них и где больше всего понравилось. Какая больше страна нравится? Я был немного стран. Сингапур, Малайзия, Индонезия, Россия, Беларусь и Джорджия, Грузия. Где больше- Азербайджан. Ну, просто в аэропорту, я думаю, я вот там уже. Хорошо. Какая страна больше понравилась? Россия. Следующий вопрос. Пил ли ты сегодня горячую воду? Ну, каждый день. Каждый день. В общем, это не очень такой легкий, простой вопрос. На самом деле, это часть культуры Китая. Если в Китае ты болеет или ты чувствуешь плохо, если у тебя коронавирус есть, пить жаркая вода, все Да, в хорошо. общем, если у вас какие-то проблемы, бросил парень, просто пейте горячую воду, и все станет классно. Да, все классно. Но коронавирус, все, вот жаркая вода, все. Друзья, больше не добавляем лед в воду, пьем только кипяченую горячую водичку. Носим чай в термосах и живем прекрасной жизнью. Очень тоже важный вопрос, который определяет будущее Шум. Ты все-таки хочешь после того, как закончишь университет здесь, в Челябинске, жить и работать в России или поехать в Китай домой? На самом деле я хочу работать в Москве, в России, и Екатеринбурге или большой город. Потому что вы знаете, китайцы люди очень rich, как по-русски. Богатые. Да, вот всего мира, всюду китайцы туризма или бла-бла-бла. Но я не хочу жить в России. Жить в Китае, но работать в России. Да. Свой бизнес, получать деньги от Да. китайцев или от русских. Да. Потому что вот здесь опасно. Друзья, если вы так же, как и я, хотите узнать чуточку больше о Китае, то давайте учиться вместе. Все, пока! Пока.